Привет, песеры, с вами Морж. 9 мая у нас на календаре День Победы, конечно, с которым я вас поздравляю. Труженики фронта, труженики тыла, все в одном порыве, сотни народов объединились, чтобы принести нам этот праздник. Как всегда, с утра начались срачи, что это День памяти, нет, это День Победы. Ребят, для кого это День памяти? Я скажу так, мои предки сражались за победу, и это праздник. Они к этой победе пришли, и они празднуют. Если ваши предки сражались за что-то другое, то для вас это, конечно, наверное, День памяти. Так сказать, мы будем говорить спасибо деду за победу, вы будете говорить, не знаю, деду уважения за проигранное сражение. Вот как-то так. Поэтому хорош сраться. Праздник светлый, праздник теплый. Я помню еще своих дедов, которые выходили и всегда с улыбкой встречали этот день. Поэтому ни про какие дни скорби, пожалуйста, рассказывать мне не надо. В общем, с праздником, ребят. Это все мы достигли именно вместе, все наши народы, одной большой советской семьей. И переходим, собственно, к прокачке синих аристократов, как я и обещал. Я бы, наверное, тоже мог бы быть синим аристократом, если бы я был аристократом. Вот синим прям легко, а с аристократией что-то не сложилось. Ну ладно. Первый у нас Галахер, от штрафной до штрафной стиль, позиция центральный полузащитник, может он играть еще опорника и атакующего полузащитника. Но, как вы видите, по правому верхнему углу, собственно, лучше всего он будет на ЦПЗ, под него мы и будем его качать. Смотрим по версиям, которые у нас были, было у нас 3 версии, включая эту, специальных карточек Галахера. Значит, самая обычная карточка за ГП качалась до 89, остальные все по 91. Причем один раз он у нас был от команды недели, и один раз он был у нас в номинальных контрактах и не зачелся. Значит, смотрим на автоматическую прокачку, один идет в удары, сразу убираем, потому что это просто типа как лишний стат раскидывает, да, но на самом деле оно ни хрена не решает. Аж 11 летит в пасы, 8 летит в дриблу, 4 в ускорение, 8 в силу ног и выносливость, скорость, ничего не заходит у нас в корпус, и 4 заходит в защиту. На самом деле 4 защиты, конечно, очень мало, умение защищаться 66 очень мало. Здесь очень много статов кинуто в пас, в смысле... Пас-то хорошо, но они дорогие, они-то дорогие. Поэтому давайте до 8 опустим пока что пас. 10 статов у нас получается. Что бы я ему добавлял? Скорость ускорения у него вполне себе, ладно, на уровне. Дрибла кое-какая есть, пас кое-какой есть. Я бы ему подтянул до 8 защиту, вот. Чтобы умение защищаться было 70, вовлечение 79, подкаты 75 и агрессия 89. И 2 стата у меня остается, которые можно либо вкинуть в удары, сами видите у него, что реализация, что удары поворотом. Да, кстати, многие путают, ребят, удары поворотом это штрафные. И подкрутка, все у него плохо. Либо же в корпус игру головой. Я бы на самом деле добавлял в корпус это все дело, вот, потому что хоть какой-то он ему нужен. Реализация вряд ли ему поможет как-то чего-то делать. Итого, получился он бы у меня точно так же 91-м, как и при автоматической прокачке, но мне кажется, вот так он как-то более сбалансированно выглядит. По навыкам есть у него проброс между ног со зворота, сложные дальние удары, скорость, удары по восходящей, игра пятка, удары без подработки, интересно, пас в касание, хитрость, боевой дух. Что бы я ему докидывал? Сила удара, в принципе, у него есть, поэтому к сложным дальним ударам можно добавить просто дальние удары. Дальние подкрутки я бы не добавлял, сами видите, подкрутка ужасающая. Добавлял бы пас в разрез, пас на ход, слепой пас, возможно, низкий пас навесом, возможно, точность подачи. Вот что-то такое я бы ему лепил. Идем дальше. Пулишич, продуктивный вингер, позиции левый, правый нападающий, другие позиции занимать он не может. Значит, по Пулишичу, как видим, тоже у нас 4 карты в наличии, включая эту, то есть обычная за ГП качалась до 90, этот качается до 92, плюс он у нас был еще в спецвыпуске, который качался тоже до 90, и была версия 94 от сборной США. То есть, если у вас она есть из сборной США, то можете, конечно, использовать ее, там рейтинг будет повыше. Значит, качаем под левого нападающего, автоматическая раскидка 4 в удары, они ему нужны, реализация в любом случае нужна, 4 в пас, пас ужасающий у него, 9 в дриблу, сразу один стат снимаем, потому что дорого, 8 в ускорение, 8 в силу ног и выносливость, 1 в защиту тоже, естественно, снимаем, потому что это как левый стат используется. И корпус. Кстати, прыгучесть у него присутствует, но при этом головой играет он хреново. То есть он неплохо прыгает, но плохо этот прыжок использует. Значит, 4 стата у нас остается. Я даже не знаю, что здесь добавлять. Но по сути, там где восьмерки, там
статы дорогие. То есть нужно добавлять либо удары, поднимать реализацию до 74, либо пасы, поднимать пас низом до 74 и пас навесом до 70. Я бы, наверное, в пасы это все дело и вкинул, чтобы хотя бы желтые значения здесь были. Итого, Пулишич у меня тоже получается 92, как и при автоматической прокачке, но зато не идет один глупый стат в защиту, например. Мне кажется, так немножко будет получше. Навыков у него мало, всего лишь 6, а вот к двойным касаниям, подыгрыш пяткой, хитрость и способности капитана и суперзамена. Само собой боевой дух, само собой удар без подработки, ребята, пас на ход, точность подач, в общем, тут полный набор ему можно закидывать, ему все это дело нужно и пригодится. Дальше Чилвелл, левый защитник и левый полузащитник. Кстати, как видите, на позиции левого полузащитника он имеет изначально рейтинг 83. Я бы под ЛПЗ его на самом деле и качал, если я не ошибаюсь, атакующий защитник на левом полузащитнике должен работать. Ну, по крайней мере, раньше работал, сейчас могу немножечко ошибаться. По Чилвеллу аналогично 4 карточки, ГПшный 91, тот, который сейчас 93, ну и 2 раза он был из команды недели, тоже с рейтингом по 93. Наверное, прокачаю я его под ЛПЗ, мне кажется, он больше к этой позиции склонен, так сказать, и автоматическая прокачка делает 91 как левый защитник, и 94 он будет как левый полузащитник, но сами знаете, в игре это хрен отрисуется, потому что у Konami руки из японской задницы растут. 2 улетает у него в удары, сразу убираем. 8 в пас. Пас, кстати, отличный. Пас навесом 89 для ЛПЗшника. Прям замечательно. Дрибла присутствует. Ускорение есть. Скорость есть. Что еще надо? Надо куда-то 2 стата деть, да? Давайте закинем его в корпус. Хотя корпус у него, конечно, 63, но при этом у него прыжок 80 и игра головой 63. Пусть лучше будет так. Нет, хотя левый полузащитник, он же будет возвращаться в защиту и, собственно, в защите помогать. Поэтому лучше эти 2 стата я бы запихнул в защиту. Итого он получается 92 как левый защитник и 94 как левый полузащитник. По навыкам: пас в касание, точность подач, сильное вбрасывание, перехват, акробатический вынос, подкат. Есть у него, значит, защитный подкат, перехват, да. Точность подачи есть тоже для навесов. Пас касания. Я бы ему добавлял пас в разрез, пас на ход, добавлял бы какой-то финт ему, допустим, для фланга очень бы подошла подсечка Роналдо, марсельская рулетка или двойное касание. Само собой боевой дух, ну и в принципе сила удара 83, вполне можно добавлять дальние удары и сложные дальние удары. Подкрутка 71 недостаточная, мне кажется, чтобы добавлять ему условно дальние подкрутки. Идем дальше. Ковачич может стать атакующим полузащитником, центральным полузащитником и имеет стиль от штрафной до штрафной. Опорником тоже может стать, но не рекомендуется. По Ковачичу, значит, за ГП он 91 у нас был, остальные все 93 и 1,92. Как я понимаю, в принципе, карточки все были более-менее одинаковые. Смотрим на автоматическую прокачку. С ударов, естественно, сразу единичку снимаем. 11 в пас. Много дорого. Пока сделаем 8. 8 в дриблу. Блин, ну вот честно, при всех раскладах у Ковачича что, настолько охренительный дриблинг на самом-то деле? И при этом смотрим, да, кстати, на правый угол. Он бы отлично подходил для позиции правого полузащитника или левого полузащитника. То есть там он уже бы был 94-м. Ладно, 4 в ускорение. Хорошо, допустим. 8 в скорость. Ничего в корпус отсутствует от слова совсем. И есть у нас защита, которая, в принципе, для центрального полузащитника-то нужна. Здесь... Вау, 10 статов у меня. Знаете, что бы я сделал? Я бы 2 стата докинул в защиту. Вот. И 3 стата докинул бы в ускорение, чтобы получить 90 баланса. Вот такой бы получился у меня Ковачич. Кстати, как левый и правый полузащитник, он бы был 95-й, если бы он вообще мог играть на этих позициях. То есть отличная дрибла, все отлично с пасом, все хорошо со скоростью и ускорением, великолепный баланс. Ну, с защитой, конечно, тяжеловато ему будет. По навыкам есть у него марсельская рулетка, проброс между ног со зворота, игра пяткой, пас в касание, пас на ход, опекун, перехват. Естественно, блокировщик, ну, это если он будет у вас отрабатывать в защите. Естественно, там акробатический вынос, пас в касание, пас на ход есть, добавляем пас в разрез, добавляем точность подач, добавляем низкий пас навесом, и будет вам счастье с Ковачичем. Далее Аспик у нас как центральный защитник, он, кстати, 82-й, а как правый защитник 81-й. Что у нас по его версиям? 3 версии всего. 90 за ГП, 94 сейчас у нас, и 91 он был из специального выпуска. То есть самая сильная, так сказать, его версия. Стиль у него обороняющийся защитник, вы знаете, я такие люблю. И рост 176, поэтому под центрального
защитника, я его качать все-таки не буду. Все-таки пусть он остается правым, ну, точнее, вернее, куда удобнее правый-левый. Вот, 176 для центрального защитника все-таки маловато. Итак, автоматическая прокачка. Ничего в удары и не надо. 4 в пас, 4 в дриблу, 8 в ускорение, 14 аж в скорость. Я понимаю, кстати, я понимаю, почему сюда столько кинуло. Я не понимаю, почему именно выносливость, сила удара и скорость является именно основным параметром для крайнего защитника. Вот это, если честно, я не знаю. Давайте до 12 хотя бы повысим, ну потому что 8 статов это все-таки 8 статов. 4 в корпус и 8 в защиту. В принципе, остальное, наверное, можно оставлять. 8 статов у нас есть свободных. Знаете, что бы я сделал? Я бы добавил до 8 пас, потому что в любом случае правому левому защитнику нужен хороший пас, и пас низом 82, пас навесом 82 будет очень даже здорово. По навыкам: пас касания, сильное вбрасывание, опекун перехват, способность капитана, верховое главенство, подкат. Естественно, берем блокировщика, чтобы он лучше отрабатывал в защите. Естественно, берем боевой дух, потому что всем нужно. А для поддержки в атаке пас разрез, пас на ход, точность подач. В общем, все на пасы и передачи тоже мы ему закидываем. Дальше идем. Мэнди. 94 на максимальной прокачке. Тут, в принципе, вратари, сами знаете, субъективчик. Я спорить с автоматической прокачкой не буду, на самом деле. Навыки, атакующий вратарь и все. Мэнди у нас был один всего лишь спецвыпуск с рейтингом 93. Это 94-й, обычный за ГП 92-й. Далее Мудрик, собственно, занимает он позиции левый нападающий и атакующий полузащитник. Но заточен он, во-первых, под левого нападающего, во-вторых, под дрибляще бегающего, но при этом не очень пасующего и не очень завершающего. Ладно, автоматическая прокачка, 4 в удары, реализация, конечно, беда-печаль, подкрутка, ну, чуть лучше, но все равно все плохо. Пасы, ужас. Пас низом 71, пас навесом 66, ужас. 12 в дриблу, 8 в ускорение. Иду с одной стороны, ускорение 96 это много, можно было бы оставлять 90 где-то. С другой стороны, умение атаковать, если ускорение сейчас убрать на 6, то умение атаковать будет вообще 70. И это, конечно, беда-печаль. Сила ног, выносливость, опять же, 93 скорости можно было бы убрать, но тогда еще и уйдет сила удара и выносливость. Корпус отсутствует, защита тоже отсутствует. 12 в дриблу. Да-да-да. Ладно, опустим дриблу до 8. Поднимем пасы на 4 хотя бы, чтобы 75-70 было, ведь он не всегда будет на завершении, он еще будет и подыгрывать. И 2 стата добросим в удары, чтобы он чуть-чуть хоть лучше завершал и чуть лучше подкручивал. Итого получится он у меня 93-м, а не 94-м. По навыкам есть у него обводка двойным касанием, проброс между ног с разворота, подыгрыш пяткой, ведение подошвой, сложные дальние удары. К этому добавим просто дальние удары, хотя сила удара 71. Какие дальние удары? Удары с подсечкой, удары с наклевом, пас касания, хитрость, супер замена. Ну, понятно, боевой дух, понятно, точность подач, понятно, пас-разрез, пас на ход. Ай, нахрена ему дальние удары, силы удара 71, я не знаю. 3 карточки Мудрика у нас присутствовали, причем обычная карточка обновилась, теперь у нас есть карточка за ГП, которая качается до 91, карточка за номиналки, которая качается до 90, ну и вот эта 94-я, самая сильная карточка на данный момент. И последний, один из любимых игроков, в принципе, в PES это Канте, может он быть центральным полузащитником и опорным полузащитником, стиль от штрафной до штрафной, и, собственно, какие версии у нас были. С Канте тоже в этом сезоне их было очень мало, то есть 96-й, который у нас сейчас, до этого был спецвыпуск 95-й и 93 обычная карточка. Честно, ребят, я бы качал его не под опорника, а под центрального полузащитника, такого шустрого юркого. Значит, при автоматической прокачке закидывая 12 в пас, 8 в дриблу, 4 в ускорение, 8 сила ног, выносливость, корпус вообще ничего не закидывает и 6 закидывает защиту. Честно, такой защиты для центрального полузащитника с головой на самом деле, но здесь в принципе статы особо неоткуда снимать, разве что с пасов, потому что после 8-го навыка, сами знаете, все очень дорого. Итого 12 свободных навыков мы получаем, хотя бы 4 я бы вкинул ему в корпус, чтобы хоть чуть-чуть у него присутствовал корпус. По-моему, в реальной жизни Канте достаточно сложно сдвинуть с места, но Konami это почему-то решили не делать. Удары, ну здесь бесполезно что-то вообще выправлять. Реализация хреновейшая, поэтому Канте это тот центральный полузащитник, который заберет мяч в центре поля и, собственно, хорошей передачей найдет нужного игрока. Поэтому поднимаем то, что
не особо дорого, да? Давайте поднимем защиту до 8. 4 стата у нас остается, и я бы это вкинул в ускорение. Итого, получил бы я вот такого товарища на позицию центрального полузащитника. Великолепный баланс, великолепная выносливость, все супер с защитой, все неплохо с пасом, все неплохо с дриблой. Скорость и ускорение тоже присутствуют. По навыкам есть обводка двойным касанием, проброс между ног с разворота, пас касания, пас в разрез, пас на ход, на пас у него тут все есть. Опекун, перехват, акробатический вынос, боевой дух, подкат. Для защиты добавляем ему блокировщик. И можно попробовать добавить верховое главенство, как бы прыжок у него есть, но да, и головой играть это он хреново. Но тут нужно, по сути, выпрыгнуть и перехватить мяч, да, а не отдать хороший пас. То есть хотя бы сбить темп атаки. Но остальное... Ну, можно низкий пас навесом добавить, я думаю. Можно добавить сила удара 75. Ну, просто дальние удары хотя бы ему так дорисовать. На всякий случай, но вдруг, хотя с реализацией 60, сами понимаете. Вот примерно такую прокачку я бы делал для синих аристократов. Пиши, согласен, не согласен, может как-то ты по-другому качал. Я думаю, другим ребятам тоже будет интересно почитать твои варианты, если они какие-то специфические. На этом, ребят, прощаюсь, видео получилось долгое. Еще раз с праздником. Это светлый праздник, который стоит отмечать, ну, как по мне, по крайней мере. Мои предки в этом поучаствовали, для меня это праздник. С вами был Морж, до новых встреч, конечно же, пока-пока.